Доброго вечера, мы из Украины. Сегодня мы в гостях у наших коллег по любимой работе, Володи Чехмокчан и других ребят, которые расскажут о том, что они делают практически с первого дня войны. Ну, как-то по-одесски, да? Дети должны быть поели и в каске. Вот, знакомьтесь, шефы Одессы. Здравствуйте, ребята. Идемте покажу вам немножко наше хозяйство. Сюда. Где ты был? Рассказывай. Бил в Красный Крест, который мы кормим. Также забирал посуду для того, чтобы положить туда новую порцию еды, которую они с удовольствием съедят. Кстати, опять же отмечали гречку с мясом. Вкусно? Очень. Это мы к тому, что первое время мы упаковывали одноразовую посуду, но потом пришло понимание, что столько тратится на это времени, плюс ее нет, и поэтому перешли все-таки на ведра. Ну, то есть те, кто еще до сих пор думает, что надо упаковывать штучно, это, конечно, хорошо, но, во-первых, Когда остывает это 6 быстро. порций. Остывает быстро. Проливается много. Вот мы в кухню вчера закрыли, ну, больше 1000 сегодня выпанем точно. Вот наше хозяйство на Торговой 33. Здесь была первая опорная точка, где мы сплотились. Дальше мы распределяемся по разным кухням, они открываются, закрываются, но основное место у нас дислокации здесь. Идемте покажу. Знаете, при огромном количестве продуктов, даже не имея кухни, вы же понимаете, что объективно невозможно готовить еду, и тем более в количестве. И поэтому на 4-й день войны появились люди, которые любезно предоставили нам прекрасную большую кухню, на которой мы можем выдавать огромное количество еды. Я хочу вас познакомить, это Нинель. Вот, это драгоценные люди, которые не остались в стороне и которые максимально себя проявили. Всем добрый день. Мы владельцы доставки The First. Далее решили, в принципе, на 2-й день, что мы хотим помогать и отдать кухню под волонтерскую помощь, помогать нашим военным и всем нуждающимся. В первые дни мы кормили, по-моему, где-то 200 человек, а потом число начало резко возрастать, и сейчас у нас на кухне готовится, наверное, около 700. Да, сейчас уже больше, мы же 800. еще 250 накинули. А теперь, да, 250 еще накинули. Почти под 1000. Да. Да, сегодня у нас, кстати, будет рекордный, наверное, под 1000 где-то будет порций отдано. Поэтому спасибо вам огромное, кто помогает, спасибо огромное, кто несет продукты. Это огромная помощь, без вас бы ничего бы не получилось. Вот мы входим в наш предбанник, он же склад. Здесь у нас мясо лежит, которое мы достаем с общего склада морозилки, оно потихонечку оттаивает. Вот у нас склад химии. А вот Надя Рыбакова. Человек, который на самом деле театрально известный деятель, но сегодня он у нас координатор, занимающийся тем, куда и сколько еды мы везем. Поэтому мы быстренько все переформатировались и занимаемся не кто чем умеет, а кому чем надо. Поехали, крупы. Вот у нас рис, макароны, гречка, масло заканчивается, но обещали подвести. Овощи, грибы. Идемте познакомлю вас с кухней. Это самое главное. Здесь у нас первичная обработка и чистка овощей. Вот. Сейчас я позову главного здесь шефа. Юрчик! Видите, он работает. Идемте к нему, не отвлекать не будем его. Юрчик Кулакли, пожалуйста, познакомьтесь. Шеф-повар ресторана и кухни The First, который в данный момент вот делает. Это соточка, здесь будет порцией 350. 350, да. Вон еще 2 супчика. А там уже готовый, Юрец? Да, там уже готовы. Сейчас супы. пойдем дальше еще. Она горячая. Это супчик гороховый. Так, обзор дальше. Дальше. У нас польский супчик с копченостями квашеной капусты. И дальше куриный супчик с яичком и со сливочным маслом и с молочком. А-ля зеленый борщ и с мяткой обязательно.
знаете, это та ситуация, когда каждый особенно по себе лично мало чего может сделать. А вот объединившись, получается делать достаточно большие вещи, которые действительно помогают. Вот. И поэтому каждый из нас по отдельности мало чего мог бы сделать. Но мы объединились и мы стараемся. Дима Касап, это шеф-повар, который вообще, знаете, он, ну, как бы для меня был он инициатор. Я увидел его сторис, и меня это очень сильно, как бы, так побудило присоединиться к его команде. Ну, тогда это была еще не команда, тогда у нас были только мысли о том, что мы не можем сидеть дома, и мы хотим что-то делать. И вот, видите, это одна из кухонь. Одна из кухонь, где работают пчелки, где работают люди, которым не безразлична вся эта ситуация, и которые каждый делает максимально то, что может делать в жизни хорошо и продуктивно. Вот этот человек и его команда, ну давайте объективно, больше 25 тысяч порций обеда приготовили. Потому что они работают уже больше 30 дней, и каждый день они отсюда отдают там 600-800 порций еды. И это лишь одна из наших кухонь. Вот, вроде бы, да, девочка, которая просто дала кухню. И могла бы, в принципе, достаточно. Нет, она сидит, вот как сейчас в телефоне, сними. Вот она сидит и постоянно, где что можно достать, чем можно помочь. Мало того, они еще и сами возят на своей машине с мужем, хозяева, арендаторы помещения. То есть люди не просто сдали в аренду, люди продолжают активно в этом участвовать. И это тоже очень круто. Еще один прекрасный пример. Хозяин логистической фирмы, человек, который отошел от своих прямых интересов и является у нас логистом и завскладом, Сашенька. Здравствуйте, ребята, еще раз. Хотел бы попросить и сообщить продукты, которые необходимы нам. Вот я могу назвать список продуктов, которые мы используем раз в 2 дня. Это морковка 4 мешка, капуста 4 мешка, картошка 4 мешка, суповые наборы, кости, шейки от кур и тому подобное. Любое мясо на кости. Масло растительное, как уже сказали ранее, 30 литров в день уходит. Копчености любые, это для супов гороховых и тому подобное. Ну и, конечно, фрукты наши. Мы передаем фрукты непосредственно на места дислокации наших защитников, а также из яблок непосредственно делаем компоты, чай делаем. Ну и плюс ко всему нужны крупы. Это, конечно, есть, но это все наши запасы, которые уйдут буквально за неделю. Поэтому нам очень необходимо вот этот список продуктов. Спасибо вам большое. Знаете, еще отдельно огромное спасибо новому рынку. Новому рынку, который, во-первых, помогает в том числе продуктами, который грамотно взаимодействует с арендаторами. И я могу ошибаться, но вроде вообще снял с них аренду, потому что они предоставили свою кухню. В общем, они тоже не остались в стороне. Кстати, интересный одесский факт. На рынке, к которому, в принципе, имеют отношение армяне, работают азербайджанцы, которые нам помогают невероятно, которые предоставляют продукты, которые считают нужно нам отдать, которые представляют свой склад, в котором мы храним наши овощи, которые отдают нам всю тару пустую, чтобы мы паковали еду, которая уезжает, которые помогают разгружать овощи, которые сюда приезжают. В общем, ребята вообще не остались безучастными. Вот ребята, азербайджанцы, которые реально очень сильно нам в том числе помогают. Вот их. Вот. Мы прям соседи, и по счастью. Вот. И вот большое им тоже спасибо. И, конечно же, хочется выразить огромную благодарность людям, частным организациям, неравнодушным одесситам, потому что без них ничего это не было бы возможно. Мы функционируем только за счет пожертвований и помощи людей, которые остались не безразличны в этой всей ситуации. И огромное вам спасибо, низкий вам поклон за то, что благодаря вам, неравнодушным, мы можем делать то, чем мы занимаемся.
как говорит мой хороший знакомый один, общий наш, помогаем помогать. Продолжаем, ребят, помогаем помогать. Эта жизнь показала, что надеяться стоит только на себя.